Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Вы тоже поправляете нижнее белье своих друзей и носите тот же бренд, что и ваш друг. 언더웨어. 단어 선택이 아주 공격적인 거. 아 맞네. 속옷이 있었네. Это сейчас такая жизнь на просказку, которую советовал Чонгук. Чонгук порекомендовал слишком романтичную и сентиментальную сказку, а потом извинился. Там про разделение пары и встреча, которая состоялась раз в год по лунному календарю. Их разделили на восток и запад. 7-я луна на корейском языке – время, когда движение обеих звезд создают иллюзию их встречи наверху неба. Чонгук сказал, если я должен посоветовать одну, то это будет пастух и ткач. Она немного болезненная. Это сентиментальная и разбивающая сердце история, поэтому я рекомендую ее. Романтичная? Стоило это предложить. Извините, и сейчас Тэйкук почти 2 года не смогут видеться. С месячным юбилеем. Девятое место. Мне нравится их язык тела, когда они слегка касаются друг друга пальцами. Восьмое место. Совпадение или нет? Тэхён сказал, нет вакансии. Чонгук сказал, я не одинок. Напоминаю, когда Тэйкук боксирует, они вытягивают губки в трубочку. Рефлексы, они такие. Милейший Тэйкук – календарь по итогам прошлого года. Хочу вам напомнить, что мужья всегда все делают так, чтобы у нас не оставалось сомнений в том, что они давно и прочно вместе. Взять хотя бы Смоки Челлендж, Тэхён кинул нам его 13 сентября, а Чонгук 15-го, находясь в США. Они такие бойфренды. Эти мелкие детали и то, как они это делают. Влюбленные они такие. Что-то никогда не меняется. Тэйкук с детьми.
Буквально Саултвинс. Седьмое место. Неважно, кто рядом с Чонгуком, если там есть Тэхён, его взгляд всегда на нем. Мои самые любимые. Шестое место. Поведение пары. Здесь нет никаких эффектов, замедленной съемки и не наложена музыка, но этот момент все еще остается таким, будто это отрывок из самого романтического фильма. То, как Тэхён подвинулся ближе к Чонгуку. Реакция Тэхёна на такого Чонгука. Они смотрят друг другу в глаза и не могут сдержать порыв. Будь это страсть или прилив нежности, Тэйкук тем, кто подается чувствам. Тактильные прикосновения, улыбки. Им необходимо любить друг друга по-своему. Найдите парочку. Чонгук был так горд, когда Тэхён идеально взял высокую ноту. Сколько любви и восхищения в глазах. Пятое место. Тот самый паранормальный момент. И, как сказал Юнги, там было вырезано 90% времени. Четвертое место. Забота. Безумие, как один человек, может изменить все твое настроение. Всегда трогает этот момент.
Таким образом, они поддерживают друг друга. Тэхён нежно играет с волосами Чонгука. Это самое успокаивающее и милое чувство на свете. Третье место. Новости Чонгука и Тэхёна. Расписание Тэхёна. Солдатам проводили индивидуальную боевую подготовку, в ходе которой они преодолевали различные препятствия и захватывали цели. Расписание Чонгука. Сегодня по расписанию у Чонгука запланирован день стажера. В этот день проводятся спортивные соревнования, солдаты могут смотреть фильмы, организовываются выступления дивизионных военных оркестров, проводятся шоу талантов и так далее. Команда, которая побеждает в соревнованиях, получает вознаграждение в виде оплачиваемого питания, а стажер, который займет первое место на шоу талантов, может заработать дополнительный день отпуска. Солдатам также выплачивают денежное вознаграждение в размере суточной оплаты одного дня в армии. Во время празднования на территории учебного лагеря размещаются фургончики с едой, в которых стажеры, например, могут купить хот-доги и домашнюю еду. Несмотря на то, что военный марш был отменен, стажеры получили свои военные жетоны. А это значит, что Чонгук и Чимин уверенно приближаются к финалу своей стажировки. На шоу талантов у Чонгука вообще есть конкуренты. Завтрак Тэхёна. Жареные сосиски с кетчупом, закуска листья порфиры в соевом соусе, омлет с овощами, кимчи из пекинской капусты, рис, суп из кальмаров. Завтрак Чонгука. Рис, суп из ростков фасоли, жареная свинина в соевом соусе, жареные креветки с овощами, кимчи из пекинской капусты. Обед Тэхёна. Жареная лапша с овощами, острый салат из ростков фасоли, водоросли, кимчи из пекинской капусты, рис, куриный суп с водорослями. Обед Чонгука. Смесь видов риса, густой суп с мясом и соевой пастой, копченая утка, редис с соевой пастой с красным перцем, жареные кальмары с маринованными овощами, кимчи из пекинской капусты, фруктовое желе. Ужин Тэхёна. Рис, будычиги, солянка, стейк кубиками, куриный салат, кимчи из китайской капусты, молоко. Ужин Чонгука. Бибимбап, сундубучиги, острый суп, рагу из тофу, роллы с морской капустой во фритюре, соток-соток, яичница, кимчи из китайской капусты, мандариновый сок, виноград. Поговорим о погоде. На небе ни одной тучки, ни снега, ни дождя, только солнце и ясная погода. А все почему? Потому что она празднует с нами минус месяц от страшных 18. Нам осталось ждать уже 17 месяцев, и, наверное, от этого должно стать немного легче и светлее на душе. Тепло им, тепло и нам, солнышко светит, и настроение совсем другое, солнышко ребяткам и тепла. Были опубликованы фото отряда Тэхёна. Индивидуальное сражение 10-й роты с первым взводом. После сравнения ранее опубликованного группового фото, верно, что это первый взвод 10-й роты. К сожалению, Тэхёна нигде не видно. По какой точной причине не ясно, либо это из-за вмешательства Хайба, либо по его собственной инициативе, но все прошло хорошо, и несмотря на холодную погоду, все стажеры успешно завершили этот этап подготовки. Кстати говоря, слухи около года тому назад о том, что Джин преподавал танцы стажерам, занял первое место на шоу талантов и получил отпуск за вознаграждение, также была в день стажера. Сегодня день стажера у Чимина и Чонгука. Интересно, будут ли они также участвовать в шоу талантов? И если да, то они смогут получить в награду отпуск вместе со своими друзьями-стажерами.
Вот и месяц прошел, как мы проводили в армию нашего младшенького. Верю, что у него все хорошо сейчас. И так будет и дальше. Уверен, он будет первым во всем. Пожелаем ему удачи и здоровья. Юми о работе с Тэхёном. Он отправил примерно 4 разных так что пойми, правильно, как и детали, он заботился о деталях. Он вложил в это всю свою гармонию. Он действительно придал этому пикантность. И я чувствую, что все это чувствуют. Поэтому Уми попросила Т добавить несколько слоев. И он создал целую гармонию. Так я не понял, почему никто не орет о том, что у Тэхёна видны кубики пресса? Где обмороки, визги, слюни? Где гробы и массовая истерия? Непорядок. Почему никто не думает о том, как эту талию держат сильные руки Чангука, в то время как губы рисуют узоры на шикарном теле? Как это тело просит большего и тянется к ласке? Вы вообще о чем думаете тут все? Давайте о правильных вещах мыслить. Что-то подозрительное происходит в Apple Music. Они выложили тизер на выступление Шера для Super Bowl Halftime Show 2024, в котором засветился Чангук. А Шер тоже выложил в сторис кусочек из тизера, но без Чангука. Возможно, нас ждет что-нибудь вкусное. Премия People's Choice Awards заявила Чангука в 4 номинациях на победу. Артист года, поп-артист года, новый артист года, коллаборация года, Seven. Орео Крия в TikTok опубликовали вот такое забавное видео. Всем любителям печенья Орео и не только посвящается. Алтпоп Billboard назвал Лайова вторым лучшим поп-альбомом 2023 года за его отход от стиля BTS к уникальному музыкальному видению Ким Тэхёна. Он же Ви заслужил похвалу за создание своей собственной музыкальной вселенной в качестве сольного исполнителя. Billboard опубликовал список 25 лучших поп-альбомов 2023 года, в котором представлены альбомы, воплотившие в себе более великие видения и концептуальное повествование. Дебютный мини-альбом Тэхёна Лайова занял 2-е место, поскольку он построил свой собственный мир, черпая вдохновение из музыки и эстетики, которая находила у него отклик, и представлял его слушателям своим собственным творческим способом. В представлении Лайова Billboard похвалил Тэхёна как старого соула, который сочетает свою любовь к джазу, ло-фай и R&B, чтобы создать уникальный захватывающий опыт прослушивания, который значительно отличается от альбомов BTS. Они также подчеркнули смелую, но очаровательную приверженность Тэхёна своему музыкальному видению, что проявляется в таких решениях, как нетрадиционное соло на флейте в Slow Dancing. Тэхён в фотосессии для Vogue Korea создал удивительную ауру, в которой сплелись нежность и дерзость, такие разные по своей сути, но так умело и гармонично им воплощенные. Hype запретил Compose Cafe использовать другие фото Тэхёна, кроме тех, что официально использовались для рекламы. Они сказали избавиться от любых фотокарточек Тэхёна, кукол и всего, что они выставляли в их магазинах, кроме официальных плакатов кофейного бренда.
Песня Love Me Again превысила 340 миллионов прослушиваний на Spotify. Второе место. Это так интимно. Они такие очевидные были тут. Такая прилипчивая парочка. Они увидели шанс и воспользовались им. Первое место. Чонгук показывает Тэхёну знак «Я люблю тебя». Тэхён — любовь всей жизни Чонгука. Тэхён сказал: «Иногда мы разыгрываем сценки. Смотрим друг другу в глаза и как будто влюбляемся. Чонгук — единственный, кто делает со мной это мило и естественно». Они разыгрывают романтические пародии из других любовных историй, не замечая, что их собственная история стала самой красивой. Даже юный Чонгук и Тэхён были такими магнитами по отношению друг к другу. Месяц назад мы проводили наших мальчиков в армию. Каждый из нас ощутил это время по-разному. Для кого то время бежит быстро, для кого-то тянется мучительно долго, но независимо от того, как мы это ощущаем, все мы по ним очень соскучились. Я искренне надеюсь, что как бы ни ощущалось это время парнями, они ежедневно находят в себе мотивацию двигаться дальше, быть лучше, сильнее. Конечно, этот месяц для парней был не из легких, как бы нам не хотелось верить в обратное, но это не так. Тот путь, по которому они сейчас идут, сложный. Новые люди, новые условия, новые обстоятельства. Но я также знаю, что они совсем справятся и все преодолеют. Конечно, они очень скучают друг по другу. Но надеюсь, что телефонные разговоры, которые они могут себе позволить в данных обстоятельствах, их приободряют и дают им необходимые силы. Легкой службы вам, наши дорогие. Берегите себя. Обязательно оставайтесь здоровыми. А мы, конечно же, будем очень скучать по вам и ждать. Считать дни до вашего возвращения, ждать новых фотографий и весточки о ваших успехах. И, конечно, очень гордиться вами. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.